Раз, два. Слышно? Отлично. Здравствуйте всем. Три вопроса. Перед тем, как мы начнем. Во-первых, огромное спасибо, что выбрали именно эту комнату. Я понимаю, что конкуренция огромная и прекрасные доклады параллельно. Спасибо, что пришли сюда. К сожалению, мест немножко не хватает, но да, я думаю, что мы не соскучимся. Вопрос первый. Кто понимает, о чем пойдет речь? Прекрасно. Кто знает, кто я и читал мой блог? И кто читал мою книжку? Ну, надеюсь, это количество, да, изменится в сторону увеличения. Я на самом деле написал вот такую книжку, она вышла 3 месяца назад, я так немножко пропиарюсь на старте. Она про объектно-ориентированное программирование и его приложение к Java. То, о чем будем сегодня говорить, в общем-то, ORM это один из примеров того, как в Java нехорошо поступают с объектно-ориентированным программированием. И что на самом деле стоит изменить для того, чтобы эта ситуация улучшилась. Что такое ORM, я думаю, понимаем. Да? Это объектно-реляционный мэппинг, который был придуман для того, чтобы реляционную базу данных, чтобы работать с реляционной базой данных стало удобней в Java пространстве, там, где на самом деле существуют объекты. И сразу перейдем к примеру кода. Насколько этот код понятен? Это класс, который представляет такую абстракцию таблицы в базе данных, которая называется POST. Она аннотирована, это Hibernate. JPA Hibernate. То есть это тот элемент ORM, который составляет, в общем-то, ядро ORM. Кому это понятно, то, что здесь написано? Отлично, значит, мы на одной из вами страниц. Вот этот код, на мой взгляд, отвратительный. Вот я пытаюсь вам объяснить сейчас, за следующие 20-30 минут, что на самом деле этот код ужасен и так писать нельзя. Так, как сделан Hibernate, так как он был сделан много лет назад, и так как он сейчас повсеместно используется, это совершенно неправильный подход к объектно-ориентированному программированию. И главная проблема заключается в том, что это то, что мы видим с вами, то, что мы видим перед нами, это на самом деле не класс и не объект. Сейчас я объясню почему. Как это технически работает? Следующий слайд. У меня слайдов не так много, всего 11. Как он работает технически? Слева мы видим пользователя, который является, собственно, тот, кто вызывает, тот, кто хочет что-то сделать с этим постом в базе данных. Он должен работать, этот самый клиент, тот, который вот для вас слева, вот этот человечек, он должен работать с двумя классами. Первый это класс user, у меня user, на самом деле это пост. Пост или user, допустим, это user, немножко из разных областей. Допустим, это класс user. Мы хотим юзера переименовать. Мы хотим присвоить юзеру имя Jeff. Раньше у него было какое-то одно имя, мы хотим ему сделать другое имя. Как это происходит? Первое, мы имеем инстанс этого класса user, мы вызываем метод setName, так называемый setter. Мы устанавливаем внутрь этого объекта, устанавливаем это самый Jeff. И дальше мы вызываем так называемый session из Hibernate. И этому session говорим, пожалуйста, про апдейт, делай апдейт на базе данных. Что делает этот session? Вот нижний квадрат. Session берет и достает из нашего объекта, делает getName, используя getter, достает это самое имя, потом формирует JDBC statement, потом этот JDBC statement идет в MySQL и непосредственно выполняет SQL запрос. Так это работает. Так создан, такая идея Hibernate. Поправьте меня, если я не прав, потому что я с Hibernate стараюсь не работать, но тогда, когда я с ним работал, он выглядел вот так. И так мне приходилось делать. Вообще по-другому работает, с точностью. То наоборот. Ну, мы тогда немножко позже обсудим, где я ошибаюсь. Но я примерно представляю себе этот код так. То есть у нас есть объекты, которые вот как здесь являются, как в этом случае, являются носителями данных. То есть это такой data package или data storage, который несет в себе набор этих блоков данных, там имя этого человека, title, ID, что-то еще. И потом Hibernate Session достает отсюда эти данные с помощью геттеров и выполняет какие-то процедуры. То есть мы имеем два
две стороны, мы имеем две стрелки. То есть мы должны работать с объектом, как с носителем данных, и потом с сессией, которая эти данные может использовать, и эти данные отправлять в базу данных. В чем проблема? Проблема в том, что заключается, что это не объект на самом деле. Объект в объектно-ориентированном программировании, немножко такое вступление в историю, как я его понимаю. Объектно-ориентированное программирование было придумано для того, чтобы уйти от проблем процедурного программирования. Когда у нас был ассемблер и язык C много лет назад, это языки процедурного типа. В них последовательно выполняются команды, и команды управляют данными. Это прекрасно работает на небольших отрезках кода, на небольшом объеме кода. Когда размер кода увеличивается, нам нужны другие парадигмы программирования. Нам нужно функциональное программирование, или логическое программирование, или объектно-ориентированное программирование. Нам нужны инструменты, которые нам помогут из своей головы убрать как можно больше информации и сузить скоп, в котором мы мыслим. Объекты были придуманы именно для этого. Для того, чтобы инкапсулировать данные и помочь программисту забыть о них на какое-то время и работать только в том скопе, в котором мы находимся. Для этого были придуманы объекты. Процедурное программирование — это когда код управляет данными и данными манипулирует. И в этом случае нет объекта, есть только процедуры и есть данные. Вот то, что нам предлагает Hibernate, то, что нам предлагает этот подход, это именно процедуры и данные. У нас есть объект данных, в котором внутри лежат какие-то данные, и есть процедура, которыми этими данными должна управлять. Это не объект. Но для нас это все транспарентно. То есть у нас есть объект, который хранитель данных, у нас есть session, при помощи которого мы можем сказать, что этот объект надо записать. То, что там внутри это все распасится, это никого не интересует. Евгений, вопросы в конце. Но на самом деле это комментарий, да? Но на самом деле так и есть. Да, у нас есть транспарент, мы все это видим, это все очень прозрачно и нам понятно. Да, действительно, у нас есть процедура, по которой мы проходим, она этими данными манипулирует. Проблема в том, что наш этот вот несчастный объект по имени пост или по имени юзер является не объектом, это является структура данных, это хранилище данных, которым нет места в объектно-ориентированном программировании, по моему глубокому убеждению. То есть структуры данных не должны присутствовать в ООП. В ООП должны быть объекты, которые внутри себя инкапсулируют поведение, и это поведение наружу экспозит. У них нет геттеров и сеттеров. Они являются, потому что геттер и сеттер — это признак того, что это не объект самостоятельный, внутри которого находится вся логика и все управление. Это просто глупое хранилище набора данных. Чем это плохо? Это отвратительно. Ну, сейчас мы посмотрим, чем плохо. Я сейчас пока хочу показать, чем это концептуально плохо, а потом покажу, чем это технически плохо. Но на концептуальном, на философском уровне это полностью уничтожает идею объектно-ориентированного программирования. То, чего в Java в огромном количестве. Hibernate, Spring, JPA, тот самый стандарт, JAX-RS. Все эти технологии, они именно делают именно это. Они из Java превращают в C. Они из Java делают не объектный язык, как он был создан изначально, а процедурный язык, в котором мы имеем весь тот месс, который мы имеем. Hadoop в том числе отвратительно написан. Именно Spark не знаю, я код не видел. Spark не видел, но я видел код Hadoop. Это процедурное программирование. Это процедурное программирование, в котором нет объектов, а есть только хранилище данных огромные, с огромным количеством сеттеров и геттеров. И есть длинные процедуры по сотни строк кода, которые этими данными манипулируют. Это не объектное программирование, и его трудно поддерживать, это главная проблема. Проблема с языка C, почему из этого и почему появилось объектно-ориентированное программирование? Для того, чтобы помочь нам управлять нашим кодом, его поддерживать и понимать. Когда он процедурный, его понимать тяжело. Длина кода очень большая, мы все время должны держать в голове, где наши находятся данные и как ими управлять. Объектное программирование, ООП, совершенно другую идею себе несет. Поэтому ORM, Hibernate — это яркий пример того, как делать не надо, на мой взгляд. Вот это главная проблема, это не объект. Ну и теперь это философское понимание, что плохо. Плохо то, что это не объектное программирование. А теперь несколько таких технических примеров, почему это технически нехорошо. 3 на самом деле, 3 момента, их очень много. На самом деле, начиная программировать и мыслить более объектно, будет масса мест, в которых вы увидите, что если вы начинаете действительно инкапсулировать поведение внутри объекта и не давать наружу никому эти данные, убрать полностью эти геттеры, не давать возможность никому из вашего объекта ничего достать. Ваш объект — это не хранилище данных. Это не глупая структура, не глупая корзина со стрингами и с интеджерами. Это не объекты не об этом. Объект полностью закрывает себя, не дает возможность никому ничего из себя забрать и потом делать с этим что-то снаружи. Нет никакого, не может объект дать себе свои данные какому-то Hibernate для того, чтобы он потом эти данные использовал и понес какую-то базу данных. Эта цепочка категорически противоречит идее ООП. Объект должен сам все внутри сделать. Если вам нужно, чтобы я сделал что-то с базой данных, я это сделаю, доверьте мне.
Вы должны доверять объекту, мы должны его уважать. Именно поэтому такое название Ну, тогда будет презентации. смешивание даты и функциональности в одном месте. Да, прекрасно. Должна быть данные и функциональность находиться в одном месте. В этом идея инкапсуляции. Тоже single responsibility. Ну, вот она и останется. Single responsibility, она не о том, что здесь данные, а здесь функционал. Single responsibility принцип был о том, что в одном месте мы делаем только то, что касается чего-то одного. Одну проблему решаем. Мы решаем одну проблему. Мы не данные разделяем с функционалом, а решаем одну проблему, в которой нам нужно и данные, и функционал. И поэтому такое название у доклада. Это обидно по отношению к объекту, мы его не уважаем. Если мы говорим ему, ты знаешь, ты только похорони нам этот стрим, мы у тебя его заберем, когда нужно, и вернем его тебе, когда нужно. Но мы тебя не считаем полноценным объектом. Ты для нас всего лишь корзина с данными, в которую мы, если захотим, положим, захотим, заберем. Для этого даже есть термин Data Objects. Точно. Вот этот термин совершенно отвратительный в объектно-ориентированном программировании. Data Objects или Data Transfer Objects — это категорически антипаттерн, тот известный DTO. То есть эти Data Transfer объекты, которые призваны переносить данные, это совершенно никак не лепится в ООП. И их не должно быть. Опять же, я не знаю, вы сейчас скажете, я неправильно написал, но я это взял из... Собака транзакшн должна стоять сверху. Ну, это да, допустим. Так выглядит код на Hibernate. Опять же, думаю, вы понимаете, что здесь происходит. Мы берем, стартуем транзакцию, потом мы достаем какой-то юзер из базы данных, потом мы делаем ему, меняем ему имя, вычисляя его каким-то образом. Потом мы говорим обратно для сессии. Говорим, дорогая сессия, вот тебе мы возвращаем тебе. Мы взяли у тебя кусок вот этот глупый Data Transfer Object, который дурной, который ничего не соображает, который только геттеры и сеттеры. Это просто корзина с данными, которая мыслить даже не может. Ты нам ее дал, мы в ней поковырялись, всунули в нее что-то и возвращаем тебе назад. Теперь, пожалуйста, пойди в базу данных и ее туда верни. Вот что здесь на самом деле происходит. И потом закрой транзакцию. Первая проблема, почему этот код показываю? Первая проблема с таким подходом. Это категорически невозможно тестировать. Если мы хотим вот эту логику, которую мы, the logic to test, если мы хотим ее протестировать, нам для этого нужно мокать сессию. А это совершенно сложно и неудобно. Вы когда-нибудь писали тесты для кода на Hibernate? Это в основном интеграционные тесты, мы все это прекрасно знаем. Тяжело очень написать юнит-тесты под код на Hibernate. Ну просто невозможно, потому что это опять же это набор пустых этих глупых объектов, дата-объектов так называемых, которые повсюду. И какие-то вот эти процедуры. Мы сейчас видим перед нами эта процедура, которая манипулирует данными. Та самая процедура, от которой ушли 40 лет назад или 30 лет назад из языка C. Мы к ней вернулись торжественно. Зачем мокать? Используйте сессию. Пусть коммит в базу данных будет. Именно, это называется интеграционное тестирование. Пусть коммит в базу данных будет. То есть давайте поднимем базу данных, давайте в ней создадим схему, давайте будем использовать Liquibase, например, о котором вчера рассказывали, и получим такой интеграционный тест, который выполняется пару минут, который запускается целиком, потом стартует, потом тормозит. То есть большое количество обвязки. Это не юнит-тест. Юнит-тест, опять же, вчера была прекрасная лекция по юнит-тестированию, где было сказано, вот Николай рассказывал, он там пытается зайти, его не пускают. Вот он вчера рассказывал, да, замечательно рассказывал про юнит-тестирование. Он говорил, что юнит-тесты должны быть, не только он говорит, это многие говорят, юнит-тест должен быть очень быстрый, должен выполняться в миллисекунды, потому что юнит-тест это не самоцель, это инструмент. Юнит-тест это инструмент, с помощью которого мы программируем. Это как наша клавиатура, это как наш экран, это как наш IDE. То есть как IntelliJ это инструмент, так и юнит-тест это инструмент. В данном случае мы не можем написать юнит-тест, мы можем написать только интеграционный тест, который будет, с помощью него невозможно разрабатывать, с помощью интеграционного. Для данной логики не нужен юнит-тест, потому что нет логики. Именно, здесь нет логики. Здесь есть процедура. Мы хотим протестировать логику, которая меняет имя. Вот setName, а дальше в комментах написана логика, которую я хочу протестировать. Я хочу понять, так ли поменяется имя. Для этого я вынужден делать мок этой сессии. Можно вынести отдельно тест. Здесь просто сохранение идет этого измененного нейма. А как он изменяется, надо отдельно модульно протестить. Да, мне нужно вытаскивать его отсюда и в отдельный модуль складывать. Именно об этом я говорю. В таком коде, как мы видим, как написано большинство кода на Hibernate, он будет выглядеть именно так. Будут эти дата-объекты везде, а код, который их покрывает, будет в таких вот процедурах, которые этими дата-объектами манипулируют. У тебя должен быть сервис, который возвращает юзера с измененным именем, и его ты будешь тестировать юнит-тестом, а потом он будет говорить кому-то сохранить теперь его базу. Прекрасно, у меня будет сервис, у меня будет большое количество лейеров. Да, все так, можно поднять это все на следующий лейер, назвать его сервис, изменяющий юзера, и его начинать тестировать. Но мы хотим тестировать юзера как объект.
Я хочу работать с юзером и его тестировать, юнит-тестировать один объект, который занимается, полностью отвечает single responsibility принципу, отвечает за все, что касается юзера, за функционал и логику этого юзера. Это делать крайне тяжело, если у нас эти дата-объекты. Это первая проблема, можем это позже обсудить еще. Вторая проблема, такой второй кусок кода, это декоратор. Допустим, я хочу, чтобы каждый раз, когда переименовывался юзер, когда ему менялось имя, я хочу, чтобы в лог попадала строка, где было бы сказано, сколько это заняло времени. Я это хочу сделать вот так. Я для этого использую декоратор, который называется logged user, который заворачивает себя внутрь оригинального юзера. И дальше при вызове rename он переопределяет функцию rename и метод rename. И при входе в этот rename он, кроме того, что вызывает тот же самый rename от инкапсулированного, от завернутого в себя объекта, он еще и сначала меряет, сколько сейчас времени, а потом показывает, сколько времени прошло. Такую обертку я могу в хорошем случае, если правильно все продизайнено, если у меня действительно этот объект, юзер, это действительно объект, в том понимании, в котором это есть в объектно-ориентированном программировании, то я могу его в такую обертку обложить. А завернув его один раз, теперь всегда, кто бы ни вызывал этот rename, в каких бы точках кода это ни находилось, где бы по моей программе это ни происходило, везде он будет попадать в одну точку и всегда будет логирован. То есть я могу функционал, потому что у меня single responsibility principle, потому что этот rename у меня находится внутри юзера. И кто угодно вокруг меня, когда бы он не захотел переименовать этого юзера, ему не нужно эти процедуры городить, как вот в этом коде. Ему не нужно вот здесь юзер, а там эти процедуры переименования. Все это находится внутри меня, внутри объекта. И поэтому завернуть его один раз, я ему функционал расширяю. Я могу использовать так называемый декоратор, это паттерн декоратор. Этот декоратор, мне удобно его использовать, потому что, опять же, все завернуто в один объект. Потому что это реальный объект, вот в этом примере. Это не контрпример, это хороший пример. В случае Hibernate, в случае традиционного этого ORM, мы этого сделать не можем. Опять же, по причине того, что объекты являются структурами данных, а не реальными объектами. А если забудут завернуть? Забудут завернуть, забудут в одном месте. Забудут завернуть в одном месте. В одном месте создается объект, в одном месте оператор new. Давайте вопросы, или они так похожи? Ну, да, про связанные объекты чуть попозже, да, я запомнил вопрос. А что с транзакциями? Вот это туда же, да, мы сейчас это чуть попозже, да, это похожие вопросы. То есть, этот объект в одной точке, о чем мы говорили, да, о том, что, да, я хотел перейти дальше. И третий пример, третий технический пример. Это самая, на самом деле, большая проблема. Эти первые две были такие не супер страшные, их, в принципе, можно решить, но проблема номер 3 заключается в том, что на самом деле эту ORM не делает на самом деле маппинга. Мы все равно остаемся в реляционной модели. Мы все равно остаемся на этих, вот посмотрите, в первой строке мы делаем create query, и дальше мы создаем запрос, который на самом деле на языке HS или HQL, или как он? HQL, да. Язык Hibernate, придуманный им, который на самом деле реляционный. И мы, имея эти глупые дата-объекты повсюду, и эти процедуры кода, которые этими объектами управляют повсюду, мы фактически SQL размазываем по всему нашему коду. Весь наш софт знает о том, что мы на реляционной модели находимся. Все классы, которые так или иначе общаются с этим юзером или с этим постом, они так или иначе имеют информацию о том, не так или иначе, а имеют информацию о том, что речь идет о реляционной модели. То есть реального маппинга не происходит. Это проблема реляционных баз данных, а не Hibernate. Представьте себе, что завтра вы хотите перейти на NoSQL. Вам нужно поменять все. Потому что эти Data Transfer объекты больше не лепятся на NoSQL. Потому что там совершенно другая модель. Там нет этих запросов. Там совершенно по-другому все работает. Поэтому вам все, что как или иначе соприкасалось с вашими эти DTO, с этими дата-объектами или value объектами, как их можно еще назвать, все они начинают, у всех у них возникает одна и та же ситуация. Они все знают о том, что речь шла о реляционной базе данных. И мы не можем persistence layer, который должен быть изолирован от остальных лейеров, в идеальной архитектуре он должен быть... Что? Сделали такое понятие репозитория, и он может быть в одной ситуации NoSQL, а в другой реляционный. А что делать с этими запросами? From, post... У вас будет время между. То есть мне нужно строить DAO, который будет обращаться, работать с этими... То есть мне строить над моими объектами еще один уровень строить. Так я так думаю, сейчас мы и придем. О чем я уже к этому и веду, только называться это должно не DAO. То есть это модель, когда мы делаем одни объекты глупые, которые являются просто такими блоками данных для трансформации, а над ними мы заворачиваем это все в эти DAO.
Это, это неправильно, на мой взгляд, это неправильный подход. То есть вы поняли насчет размазывания SQL, да? Это кто-то строит эти DAO, кто-то DAO не строит. Кто-то понимает, что нужно изолировать эти запросы, а кто-то не понимает. И в большинстве случаев люди не понимают. В большинстве случаев они читают документацию, они лепят вот это прямо во view или в контроллер, если это MVC, и на этом все заканчивается. Ну разве не так? Это же не так, да? Хорошо. Все лучше, хорошо, да. Но я видел, как это бывает так. Я видел, как бывает, этот код находится в разных местах application, чуть ли не во view. Когда мы понимаем, что да, нам нужно достать этот пост из базы данных, что нам для этого нужно? Нам нужно взять сессию из Hibernate, благо она в синглтоне, там где-то мы ее бах оттуда и достали, прекрасно, и потом обращаемся к этой базе данных, и все у нас чудесно. Все чудесно, но это не ООП. Да, так на PHP пишут, да. В том числе, так пишут на многих языках. Это ORM не только про Java, речь не только про Java. То есть SQL находится, этот язык полностью покрывает все приложение. И перейти потом на NoSQL совершенно невозможно. И даже проблема не в том, что перейти невозможно. Может быть, мы не хотим на него переходить. А в том, что мы мыслим не объектами. В том, что у нас мышление процедурное. Я к этому хочу привести. Дело тут даже не в технической ошибке. И книжку, которую я вам рекламировал, еще раз покажу. Она называется Elegant Object, то есть она про элегантное программирование. Она про то, чтобы написать код так, чтобы его было приятно читать, чтобы оно приносило удовольствие, этот код. Не просто, чтобы он работал, и да, мы налепим DAO, оно запустится, все прекрасно. А для того, чтобы мы на каждый объект глядя, нам нравился этот объект. Чтобы мы не выглядел для нас как набор сеттеров и геттеров, и мы понимали, что это просто какой-то темпор, и мы его создали, как вчера, опять же, Николай показывал, в IDE просто одной кнопкой. Бах, у нас развернулся новый объект, сеттеров налепили, геттеров налепили. Это прекрасно, но это не совсем то, как бы хотелось программировать на ООП. Хотелось бы, чтобы каждый объект был, чтобы мы его любили. Каждый объект. Чтобы у нас к нему были теплые чувства. А к таким объектам теплых чувств нет. Это глупые структуры данных, которые просто мы используем как временные структуры, когда мы тусуем влево и вправо. Вот, в общем-то, три проблемы. Что я предлагаю? Предлагаю решение, я уже близок к концу. Предлагаю решение, так я это назвал, но можете назвать как-то по-другому. То есть я предлагаю сделать вот так. Это та же картинка, которая была до этого, только у нас одна стрелочка слева. То есть у меня такой же есть объект user. У него есть теперь метод не setName, а rename. Обратите внимание, это был раньше setName, теперь он называется rename. Я всего лишь поменял префикс, изменил имя, но это серьезное изменение концептуально. Теперь я не устанавливаю в него имя. Я не использую его как глупую структуру, которая все, что и может, это сохранить какое-то имя внутри себя. А я ему говорю, как бы ты мог бы переименовать себя, пожалуйста, для меня. Я его уважаю. Я понимаю, что все, что происходит у него внутри, это его личное дело. Я его... Смешно, да? Но это на самом деле так и есть. Я с ним обращаюсь как с живым существом. Да, я ему говорю, переименуй себя. И дальше он делает это переименование. Секрета особо внутри никакого нет. Он, конечно, никакого там, ничего здесь, как бы технически, принципиально другого ничего не происходит. Единственное, что я добавил один элемент, вот эта библиотека Juke. Ну, например, есть масса других библиотек, которые делают то же самое. Для упрощения создания SQL-запроса. То есть он получает себе этот запрос на rename, он дальше внутри себя решает, где у него база данных. Он находит там этот session, не session, это его дело. Он строит SQL-запрос, он обращается к JDBC, JDBC обращается к MySQL. То есть это все происходит внутри этого объекта. Он инкапсулирует внутри себя поведение, он полностью single responsibility. Он отвечает за то, что такое юзер. Не два элемента отвечают, не session отвечает за то, как юзер в базе данных, а этот объект отвечает за то, как он в Java находится. А он один отвечает за всю вертикаль. А где здесь управление транзакциями? Про транзакции в конце поговорим. Еще раз. А если миллион пользователей? Если миллиард пользователей, какая проблема? У нас есть объект, для каждого пользователя есть свой объект, и с каждым пользователем мы работаем по-своему. Как оптимизировать, поговорим сейчас позже. Я пока про концепцию. Вопрос про оптимизацию понял, про транзакции тоже. Два ожидаемых вопроса. Если нам нужно, нам приходит форма объекта, там какие-то поля изменены, какие-то нет, не можем гадать, какие именно. Можно, например, это делать, если занимает объект, сравниваем, если... Третий вопрос, запомнил его. Хорошо, понял. Про тесты. В таком случае нам нужно мокать целиком юзер. Этот класс юзер, хороший вопрос, этот класс юзер теперь со своим методом rename получается полностью самоизолированной структурой. Теперь все, кто от него зависит, все, кто на него рассчитывает, все, кто его просит себя переименовать, мы им всем даем мок одного юзера. Все.
А если Java API вынесен? Но при этом есть клиент. Как мы хотим, если мы хотим протестировать юзера внутри, да, мы тестируем юзера внутри, смотрим, как, для этого мы можем mock это, например, там, statement или что-то еще. Но это речь идет о тестировании самого юзера. Но функционал, который находится вне его, вот это расчет этой логики, например, на что мы хотим переименовать, мы это делаем очень легко. Мы знаем, на что мы хотим переименовать, а как это будет переименовано, мы mock подставляем. А смена СУБД как будет выглядеть? Смена СУБД будет выглядеть сменой всех объектов. Но при этом совершенно никто не пострадает. Ну, например, нет, если мы используем этот джук, то мы можем сменить СУБД, сменив просто драйвер этого джука. Для чего я сюда его и вставил, в библиотеку. Если мы хотим сменить там какие-то настройки, мы можем JDBC как-то подконфигурировать. Но все это происходит внутри этого объекта. Все, кто вне, все, кто за границами объекта, они об этом не знают. Последний слайд я покажу, как это выглядит, в общем-то, в коде. То есть вот это я называю, ну, так назвал, SQL Speaking Object. То есть они говорят на языке SQL. Это объект, у которого внешний интерфейс, getTitle, setTitle, пускай те же, хотя это плохие названия, я бы их переименовал в, там, прочитать, допустим, title, взять title, ну не важно, я имена да, не поменял здесь. Но суть вам понятна, вот этот x, который здесь, this.x, это та самая там инстанс чего-то, например, из этой Joom библиотеки. Но все это происходит внутри. Вы видите, что нет никого снаружи, нет никого, кто решает, как этот объект будет жить в базе данных. То есть, как, если мне надо, то есть, собственно говоря, дернуть 10 гетов, да, то есть у меня 10 полей есть, короче, я делаю 10 запросов в паузу, я все правильно понимаю. Про оптимизацию чуть позже. Да, именно так, да. Вот в таком виде, если код именно такой, и вам нужно 10 раз сделать, прочитать тайтл этого объекта, получится 10 запросов в базу данных. Это действительно так. И это хорошо, потому что эту оптимизацию, потому что теперь, если мы хотим прооптимизировать, мы заворачиваем этот объект в декоратор, кэшируемый декоратор. И этот декоратор говорит, если ко мне приходит getTitle много раз, то я только один раз обращусь к инкапсулированному объекту. Все остальное буду отдавать из кэша. Все. Вопрос не в этом, когда несколько гетеров, когда несколько полей. То есть не один селект будет, а на каждое поле будет отдельный селект. Тогда нужно создать новый метод, который будет более оптимально делать запросы из базы данных. Если мы хотим, например, прочитать title и прочитать его имя, тогда действительно будет нехорошо, если у нас есть один метод, допустим, title, второй метод name. Мы будем вызывать title, взяли, потом name взяли. У нас пойдет 2 запроса в базу данных. Опять же, мы можем сделать декоратор, который первый вариант. Но мы делаем декоратор, который заворачивает этот объект и добавляем в нем новый метод, который называется title and name. И достаем их обоих. Отлично, теперь вас это. В одной транзакции, Мы добавляем новые функции, которые под нас оптимизированы, чтобы делать этот функционал правильно. Но это объект решает, как это делать. И получаем миллион кортежей. И получаем миллион функций в одном объекте, если это нужно. Но если это нужно, то у вас проблема с дизайном, у нас проблема с архитектурой. Если в объекте действительно нужно 15 функций, которые будут доставать в таких и таких вариантах эти name и title, то делайте этот объект иначе. Значит, какая-то проблема с дизайном этого объекта. Так не должно быть. Но каждый раз, если нам нужны эти функции, мы принимаем это решение. Не Hibernate, не тот, кто находится за границей объекта, а тот, кто находится внутри. Объект сам принимает это решение. Он является персоной первого класса. Егор, а сколько придется поменять классов, когда ты решишь поменять базу данных на нереляционную? Все поменять? Но вот это будут все классы, которые... Ну, если у нас, допустим... Я поменяю 10 DAO и все, а тебе придется все свои entity... Я 10 классов поменяю, те же DAO. У тебя вся твоя модель намного больше, чем количество DAO. Нет, почему? У меня примерно так же. У меня такое количество классов, сколько сущностей в базе данных. Если сущностей, не таблиц. Плюс куча декораторов, да. Но декораторы не знают ничего про реляционную модель. Например, кэширующий декоратор. Кэширующий декоратор, допустим, у меня в базе данных 10 таблиц. Давайте простой пример. 10 таблиц. Я делаю 10 классов, вот такого плана, SQL, вот эти вот, как я сейчас рассказал. У меня их десяток. Дальше я вижу, они все у меня медленные, потому что я повторно вызываю эти читающие методы, они читают повторно один за другим каждый раз. Я добавляю десяток кэширующих декораторов. Потом я хочу видеть, как это происходит. Я хочу лог добавить, логирование. Я добавляю еще десяток логирующих декораторов. У меня уже 30 классов. Теперь я добавляю, я хочу, допустим, делать так, чтобы если обращение идет дольше, чем 10 миллисекунд, я хочу прервать его по интервалу. Ну, например, не хочу, чтобы у меня зависали транзакции на базу данных, я хочу их тормозить и обрывать. Я добавляю еще десяток декораторов. И таких декораторов у меня этих слоев может быть 5, 7. У меня в некоторых приложениях десятки этих слоев. И потом, если мы хотим поменять базу данных, мы меняем только нижний слой. Весь остальной функционал остается таким же. И это объектно-ориентированное программирование. Мы изолируем функционал, каждый следующий слой добавляет немножко к нашему объекту. Немножко. Объекты маленькие, понятные, легко модифицируемые, занимающиеся только одной задачей.
если столько декораторов, то как понять другому программисту, какой использовать в конечном итоге? Какие 5 использовать? Да. Ну, во-первых, их можно использовать, да, но для этого нужно если смотреть у меня на то, уже что они написано делают. много Во-первых, они все будут очень понятные в коде. Любой декоратор открываем, там будет страница кода, не больше. Можно будет примерно понять, что он выполняет. Это раз. Во-вторых, ну, их надо называть правильно, давать какие-то имена, То которые есть, если я хочу более-менее... добавить логирование, мне нужно везде поменять на декораторы, пройтись по всему коду и использовать теперь везде Вместо того, декораторы. чтобы поставить где-то там аспекты. Везде, да, везде, вот это, да, без аспекта, да, везде, где нужно добавить логирование, но штука в том, что мы должны, этот объект будет создаваться только в одном месте. То есть там, где объект создается, там, где он достается из базы данных, и создается инстанс этого, допустим, юзера, или инстанс этого поста, вот в этом месте мы его заворачиваем в декоратор. И он пошел жить. Но объектов может быть много, может быть большая Ну вот модель. каждый раз мы Если создаем я даже не новый. хочу, чтобы он логировался. Нет, Надо будет снять, прокинуть всем коду, снять, все проблемы. А это, вы не можете это решение принять, это не ваше решение. К вам приходит объект, вы не знаете его поведения. Вы на него, вы полагаетесь на его поведение, но не знаете, каково он. В этом идея инкапсуляции. Вы не знаете, что внутри объекта и какой к вам пришел. Логирует он себя, тормозит он себя, прерывает он себя, и вообще с какой баз данных он работает. Этих знаний вам не дается при получении объекта. Вы просто смотрите на объект и вызываете у него rename. Что дальше произойдет, вам неведомо. Или там может быть вообще mock внутри. Это может быть вообще не из-за базы данных объект. Там может быть mock, который завернут еще во что-то, еще во что-то, еще во что-то. Для вас это не важно. Вы делаете rename и все. Но я думаю, что это... Добавляем новое поле. Все, значит, я закончил, теперь мы пойдем к вопросам. Вот эта книжка, и вот это мой блог. А не вопросы. Егор, пожалуйста, повторяйте вопросы в микрофон. Да, давайте, наверное, те вопросы, которые прозвучали уже про транзакции. Я думаю, это наиболее такой, да, наиболее острый. Про транзакции, да. Значит, да, про транзакции. Ну, тут подходов, ну, я, например, бы делал так и делаю так. Есть у нас два объекта. Один делает там, допустим, юзер, он себя переименовывает, второй это, допустим, там пост, который себя постит, потом, ну, не знаю, какой-то другой объект. И нам нужно сделать так, чтобы мы сделали здесь вызов этого ренейма, а здесь вызов там какого-то еще чего-то, и они совершились в одной транзакции. Ну, создайте еще один класс, назовите его транзакцией и передавайте в него runnable, который внутри делает rename там, и save. Ну, два этих вызова. Транзакция внутри себя, транзакция стартует, в нее переходит runnable, который делает все, и он выполняет это все. Так я бы делал. Как это потом кому-то новому объяснить, кто пришел в проект, что вот у нас здесь есть вот это, вот здесь есть... У нас есть один класс, называется transaction. Что там объяснять? Ну вот у нас один класс, его нужно вызвать его один метод. У этого класса там run там, или как-то еще. Я бы так делал. У нас уже процедурный подход. Можно добавить про транзакции? Да. А есть микрофон? У меня вот здесь. Смотрите, все равно бизнес-логика будет реализована... Ты за меня или против? Я хочу правильно ответить на вопрос про транзакции. Дело в том, что вот представьте, был вот этот юзер и был еще какой-то объект order, например. И была какая-то бизнес-логика, которая была завязана на том, чтобы дернуть что-то из юзера и дернуть что-то из ордера. И эта логика наверняка была в каком-то методе. В методе. И вот самое внимание важное, вы можете навесить transactional вот на тот метод. И он автоматически сделает вам транзакцию на все операции, которые вы будете делать с любым объектом, который находится в рамках этого метода. И все будет точно так же прозрачно, как вы это привыкли делать. Но я не уверен, что это не противоречит концепции общего объектно-ориентированного подхода, который нравится Егору. Нормально, это за меня. Все правильно. Я так, в принципе, это я имею в виду, да. А теперь самый главный вопрос. Я удивляюсь, что вот такой подход вызывает такое колоссальное удивление в аудитории. Ведь есть два полностью перпендикулярных друг друга просто паттерна. Один из них это репозиторий паттерн, который существует, мы просто привыкли к нему. И есть абсолютно перпендикулярный паттерн, который называется Active Record, Мы его уже 2 года... на котором построен весь там Ruby on Rails, и который перетягивают в Java. Кто-то пользовался там, например, какой-нибудь реализацией. Поднимите руки, Active Record в Java. Есть Active GPA, Active GDPC и так далее. И моделька ровно такая же. Преимущество ее, вот то, что вы говорите, мы тогда создадим миллион методов, большую часть методов вы не будете создавать, потому что они за вас автоматически сгенерятся тем фреймворком, который вы используете. То есть весь CRUD, файнды, геты и прочее сгенерится. И у вас все будет сразу в вашей объектной модельке, как только вы ее отнаследуете, как только вы этого юзера отнаследуете от, например, model в ActiveGPA.
То есть это просто две перпендикулярные концепции. Одна, Всё, нету это одна лучше или хуже. Буквально джук это Все правильно, да. Давайте дальше вопрос. Николай, спасибо. Да. Пока несут микрофон, да. А что если вот эту модель мы выдаем Java API? Да, вопрос был на самом деле такой же. Не понял вопрос. Смотрите, у вас есть бизнес-логика, которая оперирует вашими объектами. Да. Ну, то есть она находится внутри объекта, но все равно объекты им кто-то посылает сообщение, то есть должна быть какая-то общая логика, из которой все начинается. Ну, контроллер, допустим. Да, какой-то контроллер, например, в вебе или еще что-то. Да. Вот. Теперь представьте, что в этом контроллере есть два метода. Один записывает объект в базу данных, а второй реализует в XML и отправляет в сокет, условно. Ну, там еще куда-нибудь на диск файл записывает. То есть получается... Или ваша даже просто две разные базы данных, надо вот. репlikацию еще какой-то При этом как бы ситуация может усложняться тем, что сам объект, с которым работает ваша логика, он вообще может лежать в какой-нибудь сторонней библиотеке, и вы вообще туда методы пихать не можете. Ну, насколько я понимаю, как эта ситуация разруливается в вашем подходе? То есть получается, надо, чтобы разработчик вот этой сторонней библиотеки на все случаи жизни на меня написал метод, там, сохранить в XML, сохранить в базу данных, сохранить в SQL. базу данных в XML заворачиваться, это все должен уметь делать юзер, потому что все это связано с юзером. Так получается. То есть смешение того процессинга и данных происходит, по-моему. Если я правильно понял вопрос, я его повторю. То есть речь идет о том, что у нас есть какой-то объект, который умеет делать две вещи, например, да, там себя переименовать и себя вернуть там в чем-то, да, и потом мы хотим его усложнить, сделать его дополнительный функционал к нему добавить, да, и нам приходится ломать, а он в какой-то сторонней библиотеке, нам приходится туда идти, в этой библиотеке, так я понял вопрос? Ну, условно говоря, вам надо сохранять объект в XML, надо сохранять его в базу данных. Ну, давайте добавим ему функцию в него метод, сохранить в XML, сохранить... Ну, я не знаю, насчет сохранить... Завтра вам надо будет его сохранить в строку, а послезавтра в byte array, послезавтра еще в что-нибудь, а послезавтра вы стартуете еще один проект, который зависит от вашего предыдущего проекта, использует тот же самый объект с той же частью, кусок той бизнес-логики контроллера, и ему нужно будет сохранить это еще в что-нибудь экзотическое. Ну да, то я есть, понял. В чем, Да, как это я решает понял. проект юзер? Да, речь идет, наверное, я перефразирую. То есть, если я говорю, что getter это плохо, да, если я говорю о том, что объект, отдавая свои данные наружу, позволяя всем делать с этими данными что угодно, если я это говорю как плохо, если я запрещаю объекту делать геттеры, то как же ему тогда иметь возможность себя, ну как... То есть он должен уметь все делать сам. То есть он должен уметь делать все сам. Ответ да. Он должен уметь делать все сам. Как избежать этого роста этого функционала, роста количества этих методов? Надо использовать, на мой взгляд, надо использовать промежуточный, есть такой паттерн, по-моему, который называется, не совсем он правильный, visitor, но я не уверен, что это в том направлении. То есть нужно сделать в нем метод, который мы можем вызвать и сказать, а напечатай ко мне себя туда. И вот этот туда будет наш такой медиа-объект, который может быть в одном случае XML, в другом случае там, HTML, в третьем случае еще чем-то, в третьем случае консолью. И мы в объект передаем и говорим, напечатай-ка себя на этот лист. То есть представьте себе, что это живой организм. Представьте себе, что перед вами находится там человек. И вы хотите от него, чтобы он умел себя выдавать на что-то. И вы не будете ему все время учить его в разные направления. Скажите ему, пусть он печатает себя сюда. А мы будем подставлять разные медиа-консоли. Геттера, да, геттер, потому что в случае геттера мы забираем у него контроль за этой ситуацией, мы забираем у него этот функционал. И говорим, ты всего лишь нам верни данные. И почему это плохо? Технически это не супер плохо, но концептуально это плохо в том, что функционал этого метода, этого объекта размазывается по приложению вокруг него. Ну вот представьте, что мне надо те, кто вокруг него, да. посылать его данные по СМС. По СМС. Мы создаем некий медиа, который имеет в себе тоже методы, в которые можно вызвать и послать какие-то, ну, как-то вписать в него там эти данные. А откуда юзер знает, как бы, что будет важно для этого медиа? Грубо говоря... Он пишет все. Грубо говоря, мне может быть по сети важно передать user ID, а в базу данных надо записать все. А в смс-ке только username нужен. Он пишет все, он пишет все данные. Он пишет все, а медиа как медиа фильтрует то, что у него записано. А мы сделаем свой кастом медиа, мы сделаем implementation медиа. Медиа это интерфейс. Ну то есть у медиа будет write user ID, write username, write... Ну типа такого, да. Так а чем это от геттера отличается тогда, опять же? Ну это отличается, технически большой разницы нет, но концептуально разница в том, что мы функционал этого вот взять себя, свои данные как-то и записать куда-то, мы его инкапсулируем внутри объекта. Завтра у меня не будет данных внутри объекта вообще. Я поменяю способ работы. Я вместо юзера у меня будет целый софт внутри. 15 объектов теперь, 15 классов на closure. Никто об этом не узнает, потому что теперь у меня уже нет данных. Теперь нельзя из меня взять get title, да у меня нет никакого тайтла внутри.
Я для того, чтобы этот getTitle сделать, я делаю какие-то массу других операций и оптимизирую как-то что-то. И, допустим, при чтении тайтла, ну, то есть у меня весь функционал, это мое дело, как я это буду делать. Когда вы мне говорите, что вот сделай нам геттеры и сеттеры, вы как бы меня инфорсите меня на то, чтобы я был вот этим вот примитивным дата-объектом, а не настоящим объектом. Именно благодаря этим именам, благодаря им, вот, а их же обычно огромное количество. Егор, мне дали микрофон. Наконец-то, как делать? Слушай, нет, я все-таки хочу эту тему добить. Представь себе, что у меня... Нет, тему. Есть у меня много разных, ну, как я их называю, data objects. В твоем случае это функциональные объекты, которые умеют сами за себя отвечать. То есть их там, не знаю, десятки. И мне сейчас нужно, чтобы там их айтишник надо было уметь посылать по смс. В моем подходе я, значит, соответственно, этот метод просто добавлю куда-то в одно место, а здесь получается, что у тебя надо будет этот метод прописать всем этим классам. GetID всем классам? Ну, допустим, мне айдишник там определенных объектов надо посылать, уметь посылать по смс, по мейлу, еще у куда-то. всех 10 объектов? Вообще всех. Абсолютно всех вот этих ID-объектов. Нужно что-то с ними еще дополнительно делать. Если тебе нужно посылать, ну, еще раз говорю, если тебе есть 10 объектов, и ты хочешь их научить, вернее, ты хочешь, чтобы они стали настолько умными, чтобы ты мог их отсылать там куда-то. Я не хочу, чтобы они были умные. Ты хочешь, чтобы они были умные? Да, я хочу, чтобы они были умные. Мы добавляем в них функционал. Они просто станут слишком умные со временем. Если у тебя простое приложение, то научи их отсылать сразу на смс. Научи их сразу отсылать на смс. У тебя есть объект? Проблема в том, что функционал со временем всегда добавляется. Да, со временем начинает добавляться. Я пишу новые классы, а ты добавляешь все в старый. Да, и это как раз и поэтому я и предлагаю этот объект не развивать, не расширять его большим функционалом, а научить его просто себя писать куда-то. Просто о себе давать информацию наружу. А дальше у тебя будет цепочка целых этих трансформеров, которые будут... Ну, например, я использую в своих проектах XML. Мне XML нравится. Поэтому я, когда у меня есть объекты, я скажу, как я это делаю. У меня есть десяток объектов, например, которые прикреплены к базе данных. Они все внутри себя все инкапсулируют, я не знаю снаружи, что это, ну, как я рассказал. И теперь я хочу эти объекты показать на экране, куда-то послать, написать. Я каждому из них добавляю метод toXML. И он себя умеет конвертировать в XML. Он себя целиком трансформирует. А потом тут JSON. А потом нет. Из XML дальше я делаю JSON уже сам. Я делаю его из XML до XML, а потом, если нужно XML, я транслирую уже в JSON. А если у тебя объект уже об этом не знает. Надо будет реюзить в другом проекте, где XML нет. У нас получится, как вчера было с SBT, что SBT себя конвертирует в one, чтобы оттуда потом сделать mail. И это прекрасно, если так будет. Это прекрасно. Вопроса больше нет. Следующий вопрос. Да, у меня вопрос. Вот насчет декораторов. То есть получается у нас объект, и на него там 5 декораторов. 50, да. И приходит требование добавить новое поле. Что будет? Поле в базу данных? Нет, в объект. У объекта нет поля. В смысле, объект property, private поле добавить? Ну да, не знаю, было имя, а стало еще и фамилия. Опять же вопрос, где стала фамилия? Получается, в каждом в базе данных стала фамилия, это никак не касается объекта. Объекту не приходит запрос «добавьте поле», объекту приходит «нам нужен новый функционал» из бизнес-запроса. Бизнес нас требует, нам нужно на экране добавить новый там вот... Ну да, вот был метод был rename имя, а теперь еще надо добавить rename... Дату рождения. Да? Да, не знаю, у нас у пользователя было только имя, теперь у нас на экране еще и дата рождения. Ее надо поменять. Получается, мы добавляем в 5 объектов новый метод. Ну не в 5, в один юзер. А декораторы, они тоже должны все знать? Да, все, да. Ну, я понял вопрос. Да, вся вертикаль меняет свой интерфейс. Получается, на одно маленькое изменение я меняю 5 классов. 50 классов, да. Окей. Все они наследуются от одного интерфейса. Вы не считаете, что это будет так называемый комбинаторный взрыв? Они все связаны, они все наследуются от одного интерфейса. Именно. Мы меняя один, мы сразу видим по ним, кому нужно еще поменять. И мы идем по цепочке. Вот я говорю, это комбинаторный взрыв, да, чего пытаются все паттерны проектированные избавиться. А вы их тут плодите, получается. Так мы же, это же положительный эффект. Это же хорошо. Хорошо модифицировать код постоянно. Хорошо добавлять код, модифицировать код не очень. Ладно, короче, давай к вопросу. Если есть вопрос, Окей. Слева вопрос. В DataMapper в паттерне была такая классная вещь, как lazy load. То есть вы получили объект из базы, у него есть зависимости, у юзера есть там, я не знаю, заказы. Вы работаете с юзером, и пока вы не сделаете get orders, у вас ничего не загрузилось, ну как бы дополнительных транзакций нету. Как здесь? Декораторы, то же самое, хороший вопрос. У нас есть, отвечу, у нас есть объект, например, в котором мы, ну, во-первых, мы всегда загружаем только по вызову метода.
Да. Если мы не хотим, чтобы, допустим, да, я понимаю вопрос. То есть есть объект какой-то, например, там users много, да? Из него мы достаем, там, дай нам список их всех, да? Но мы не хотим, чтобы он сразу пошел в базу и набрал их все кучей, да? Мы хотим, чтобы он был lazy и ждал нашего первого запроса. Мы создаем из этого юзера, мы возвращаем некий там итератор или некий, допустим, коллекшн какой-то, который является lazy, который просто ждет, пока его вызовут первый раз. То есть имплементация вся внутри у нас. Мы сами реализуем lazy load. Вот именно это в Data Mapper называется proxies. И как бы это реализуется как раз благодаря тому, что объект определяет интерфейс getTitle, который на самом деле не совсем чтобы просто получение из переменной имени, а это прокси. Я понимаю, что в Hibernate это реализовано. Коллеги, вопрос-то был? Да, я отвечаю на 2 секунды. Я понимаю, что в Hibernate это реализовано, я понимаю, что lazy loading там есть, там все реализовано. Но все это у них размазано по этому Hibernate. А я хочу, чтобы все это было собрано в одном объекте. Вот вся разница. Так лучше, так удобнее. Через время вы это увидите. Потому что у вас все в одной куче, все в одной точке. В одной куче? Это тот самый силовый responsibility принцип. Лень, подожди, давай правая сторона. Вопрос четко. Да, хорошо. Я вот просто вижу в таком подходе некое противоречие, которое заключается в том, что вот вы хотите весь функционал, работающий с базой данных, запихнуть в сам объект и любить его. Но функционал он работает, когда объект уже создан. Представьте, что вам нужно получить всех юзеров там, определенного возраста из диапазона. Вы их не можете просто инстанцировать, да? Вы их должны спросить у базы данных, она только знает, что это за юзер. То есть вам все равно придется вне юзера иметь некий функционал, работающий с базой данных, который вам... Статик методы в нем будут просто. Все. Да нет, никаких статик методов. Еще раз, продолжайте. В общем, да, возможно, это как бы... Да, как работать с базой данных до того, как юзеры созданы, как их оттуда доставать? Как работать с базой данных до того, как юзер создан? Ну как, например, достать всех юзеров? Ну, должно быть 2 класса, я отвечу. Должно быть 2 класса, users и user. Множественное число, единственное число. Users это представляет собой множество юзеров, а один юзер это единственный юзер. Сначала мы делаем new users, потом точка, допустим, find, и потом его цифра в номер. А у юзеров тоже 15? Ребят, стоп. Вопрос. Ответили? Да. Получили ответ? Левый фланг, пошел. Да. А есть ли solution, который максимально близок с вашей точки зрения к рассказанному здесь? У меня есть практические проекты, которые в онлайне работают уже несколько лет, сделаны исключительно так. Я могу их показать на GitHub, в open source, можно посмотреть. Покажите, да. Прямо сейчас, что ли? Подойдите ко мне попозже, я дам ссылки. Мой аккаунт на GitHub, посмотрите, такой же, как и Twitter. И там 3 реально работающих проекта, которые на Postgres и на Amazon Dynamo. Ну, это немножко не реляционная база данных, но идея там та же самая. Все сделано именно так, и работает прекрасно вот несколько лет, и поддерживается несколькими там группами программистов. И это все не теория, это практическая реализация. И там действительно эти декораторы, их действительно много уровней, их действительно там не 1, и не 2, и даже там иногда не 5. И мы действительно эти декораторы заворачиваем один в другой, и так все и происходит, и на мой взгляд это просто прекрасно. Да. Понятно, что мир куда-то свернул не туда, да, не любит ООП чистокровно, но откуда такая вот ненависть, расовая нетерпимость к нечистокровному ООП? Что это такое? Во-первых, у нас доклад специально для этого, да, чтобы мы так повоевали. А во-вторых, я считаю, что хороший вопрос. Я думаю, что ООП, мы так далеки от правильного ООП, что мы очень далеки. Мы фактически... Мы это поняли сегодня. Да. То, что мы видим в Java, то, что мы видим в Hadoop, то, что мы видим в Spring и в Hibernate, это совершенно не ООП. Это отвратительный код, который невозможно ни читать, ни поддерживать, ни модифицировать, на него даже смотреть невозможно. Кто-то стреляет по нам. Поэтому я считаю, что нужно начинать делать в эту сторону шаги. Мы же не воюем не за полметра, мы на такой имеем огромную дистанцию, которую стоит пройти. И я пытаюсь вас в этом направлении толкнуть. Поэтому я не агитирую за, если мы говорили уже о каком-то финальном этапе, там, где можно делать тюнинг вот идеального ООП и хорошего ООП, я говорю про мусор, который мы имеем, и про более-менее чистый какой-то код, который можно поддерживать и понимать. Но посмотрите на эти классы в том же Hadoop. Это классы длиной в 3-4 тысячи строк кода. Ну о каком ООП вообще, о каком программировании можете делить? В хорошем ООП класс это 100 строчек кода, 70, 100, не больше 200. Откройте код Hadoop. Его пишут хорошие программисты, выступают на больших конференциях.
И о чем это? О чем говорим? О том, что мы просто не знаем, что такое ООП. И я предлагаю вот подумать в этом направлении. Я не говорю, что я знаю, я сам ищу. Но мне кажется, что должно быть объект, это центральный элемент, который инкапсулирует в себя внутри все. Это главный тезис. Давайте к следующему вопросу. Да, спасибо большое за доклад. С сохранением понятно, там 15 декораторов сохраняется как надо. А вот если мне надо поднять пользователя с какими-то условиями, что там, например, пользователь входит в такую-то организацию, там связан с тем-то, то есть когда по базе данных это запрос через несколько таблиц, как бы я не очень понимаю, правильно ли это ложится на вот правильно ли этот запрос упаковывать в Хороший вопрос, да, это второй, который мы оставили на потом. В данном случае нужно мыслить категориями бизнеса, а не категориями таблиц. Нужно мыслить о том, какие у нас есть сущности. Вот вы сказали, нам нужно выбрать пользователей, которые там чему-то соответствуют. Давайте подумаем, а кто выбирает этих пользователей? Кто та самая сущность реального мира, которой нужно выбирать этих пользователей. Наверное, это, к примеру, нам нужно выбрать там мужа и жену из базы данных. Можно сделать традиционным подходом. У нас есть там таблица users, а потом мы делаем select откуда-то из этой процедуры, и по ней там делаем вот этот муж end и жена в true, false и так далее. Делаем этот весь запрос и получаем. А давайте мы создадим объект marriage, например, или family. И из этой family, эта family обращаться, это тоже будет SQL, это тоже будет объект, который умеет работать с базой данных, он будет внутри себя формировать специальный для него запрос, и он будет по специальному алгоритму работать с базой данных. У нас будет user, это отдельный объект, а family это другой объект. Тут будут SQL запросы, и тут будут SQL запросы, но разные. То есть я предлагаю мыслить категориями бизнеса, категориями задачи, а не категориями имплементации. Не от базы данных идти, не от таблиц идти, не от реляционных структур, а от бизнес-задачи, которую мы решаем. У нас есть family, мы должны выбрать мужа и жену, значит у нас будет family, точка там, или families много, select какую-то family, в которой два параметра передается имя мужа и жены. И он достает нам эту family. Тогда нам легче, удобнее, проще. А не натягивать реляционную модель, которая табличная, на объекты в Java. И получать, что мы фактически продолжаем разговаривать таблицами, хотя должны разговаривать объектами. Такой ответ. Здесь вопрос есть. Да. Такой концептуальный вопрос. Вот если у нас, допустим, юзер, да, у него есть какая-то своя бизнес-логика, там, переименоваться, поменять фамилию, имя. У него же есть логика доступа к данным. Он знает, как себя записать, знает, как себя вытащить из базы. У него же есть логика представления. Он знает, как себе сериализовать JSON, как сериализовать XML. То есть он все слои, грубо говоря, классического приложения в себе инкапсулирует. Вот если почитать статьи по архитектуре там, или книги, в принципе, не глупых дядек, они все говорят, что слой доступа к данным отдельно, бизнес-логика отдельно, представление отдельно. Вы считаете, что они не правы? Категорически не правы. Я вообще считаю, что MVC, это может быть будет мой следующий доклад в следующем году. Если меня возьмут, я считаю, ORM это большая ошибка в Java, а MVC это вторая ошибка. Можно маленький комментарий? А почему вы говорите, все умные дядьки, не согласны? Да. Фаундер, например, полностью на Егора стороне. И достаточно умный дядька. И тот, который уже давно формулировал Action Record паттерн и говорил, что это самый правильный паттерн работы с дейта-моделью. Поэтому не все умные дядьки просят. Нет, это два контрпаттерна. Репозиторий отдельно, Active Record отдельно. И он говорит, Active Record мне нравится гораздо больше. Поэтому, почему нет? Поэтому никаких MVC. Да, ребята, у нас время заканчивается. Я предлагаю два вопроса. Один с той стороны и один с этой. Все, после этого мы перемещаемся во флипчартную зону. И там, пока тут вопросов 2 секунды. Я сейчас работаю над вторым томом этой книжки. И я ищу людей, которые мне помогут ее проревьювить и дать критические замечания. Если вам интересно, подойдите ко мне после и дайте свои координаты, и мы свяжемся. Да, теперь два вопроса. Такой вопрос. Останьте, пожалуйста. То, что вы сейчас... Спасибо за доклад. Вот, то, что вы сейчас говорите, в принципе, чисто вот прям воды похоже на DDD, то есть на domain driven, да? То есть когда у вас объекты, вы думаете как аналитик, пишете как программист, и вообще вы просто уникальный. То есть как вы собираетесь решить проблему чистой вот банальной дороговизны, потому что сейчас вот можно заменяемость там программиста, если он вот на техническом уровне, да, его лепит, то есть ему не нужно там быть богом аналитики и сразу мыслить там это не нужно проходить ряд тренингов, все это вкуривать, то есть как вы, вот это же дорого просто, как это решаться будет?
Не знаю, на мой взгляд, ООП, оно проще в понимании, чем тот вот техническое кодирование, которое мы видим вот в тех библиотеках, которые я уже указал выше. Объектно-ориентированное, оно, если мы пишем объекты, по-настоящему объекты, как я упоминал, у меня, по крайней мере, они получаются очень короткими, классы очень маленькие, и с каждым классом работать очень несложно. К нему маленький юнит-тест, ну, там, юнит-тест длиннее, чем класс, класс обычно там до 100 строк, и дальше там 200-300 строк юнит-теста, и все это понятно в одном скоупе. Мне не нужно смотреть на 15 классов рядом для того, чтобы понять, как работает этот. Поэтому чистое ООП, ну то ООП, в котором я стараюсь писать и о котором я вам говорю, оно проще технически, для понимания, для программирования, для всего. Не нужны эти бессонные ночи, не нужно копание в кода, не нужен дебагинг, нужно только юнит-тестирование и только простые понятные объекты, маленькие, выполняющие одну простую задачу. Поэтому ответ это дешевле. На мой взгляд, по моей практике, это дешевле. Да. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Как бы вы поступили, вот представьте, у вас есть какое-то ядро приложения и несколько заказчиков. Да, у одного заказчика один функционал сверху, у другого там другое, третье, четвертое, но ядро здесь. Как у вас модульность вообще решается в вашем подходе? То есть если я хочу разным заказчикам разный функционал именно, то есть где-то он там чуть больше, где-то чуть меньше, но есть ядро. Как вы? Да, ну понятный вопрос. Ядро это, вы называете эти объекты, да, ключи, вот эти вот центральные объекты, да, которые умеют там что-то. Ну, я это все решаю через декоратор. Я считаю, декоратор это главный фактор. Если у вас ключевой функционал добавился, вы поедете в каждую ветку для каждого заказчика и будете декоратор. Я буду использовать декоратор, накручивать декоратор, да, правильный термин. Я создал библиотеку, в которой есть это самые главные корневые классы, которые там это десяток классов, которые выполняют, там, допустим, бизнес-функционал и хранят это все в базе данных. Дальше я налепляю на них декораторы для того, чтобы сделать их умнее, если мне нужно их сделать умнее. Потом я наворачиваю на них более сложные объекты, которые это примитивное поведение сделают более сложными. У меня есть, допустим, два объекта, там, женщина и мужчина. Я создаю новый объект, который называется family. Это тоже своего рода, но это уже не декоратор, а такой рэпер. То есть я оборачиваю два класса, оборачиваю третьим классом. И, допустим, выдаю этому заказчику уже эти вот обернутую family. Третьему заказчику не нужно этот family, ему нужно только там, female and male. Я ему даю два этих класса. Если, вот, допустим, логирование вам не важно, да, вот вы хотите его просто сделать, там, синхронную операцию отдельно от чего, то есть вам не важно, произойдет он или нет. Как вы это сделаете, если вы все уже перевернули в декоратор, если логирование не пройдет, он просто упадет и ничего не будет? Ну так что уже обернули? Это же обернул я в каком-то коде. Я дал ему код, в котором есть new. То есть здесь много операций. В процедурном подходе я возьму это, вынесу в асинхронный процесс, там он выполнен с логированием, нет, мне не важно, да, основной код будет выполнен. Вы можете делать что угодно на своей стороне. Да, на своей стороне вы берете мои декораторы, которые я вам дал, как в разрозненные классы, и их там как-то компонуете в свои структуры более сложные. То есть идея вообще всего ООП, так завершает это все, весь этот рассказ, правильный софт на ООП, написанный, на мой взгляд, правильно, это такой большой-большой объект, который создается в одном месте. И выглядит как new, много операторов new. То есть строится большой такой комплексный объект, который заворачивает в себя большое количество других объектов. А потом вызывается один метод, run, и все. Вот так выглядит правильная программа на ООП. А процедурное программирование — это строка за строкой, и погнали, пошли, эти строки кода. Это процедурное программирование. Объектно-ориентированное программирование — это 99.99 это создание объекта, а только одна строка — это запуск всей этой композиции в жизнь. Ну так в Spring то же самое абсолютно. Создается контекст, из него вытаскивается главный сервис, ему говорится... Про Spring отдельно. Коллеги, пора заканчивать. Поблагодарим спикера. Он никуда не девается, он сейчас будет в спикерской зоне и будет отвечать на ваши каверзные вопросы. За меня или против? Так, а что куда? Иногда я ошибаюсь.